Привет, друзья! Спасибо за поддержку канала, за хорошие слова. Сегодня задачка из Сеула. И чистый 7 класс. Даны два квадратика. Ну, даже там буквы. А, Б, С, Д– это один квадрат. И Д, М, Н, К– второй квадрат. И площадь треугольника ДЦК равна 8 метрам в квадрате. И требуется найти длину стороны первого зеленого, того, который побольше квадрата. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу. Ну, а мы кое о чем поговорим, конечно. Ну, хорошо, что вы не ругаетесь. И я тоже хочу, чтобы ролики были более-менее содержательными. Ну, что решать задачки? Ну, да доест. Мы решим школьные задачки. Сеул, Южная Корея. 10 миллионов человек. С пригородами 26 миллионов. Ну, довольно большой там. Сопоставим с Москвой, наверное. У них приветствие. Ну, вот мы говорим, если на русском «здравствуйте», желаем здоровья. А у них «аннён хасэйо» – это мир вашему дому, пожелание мира, гарантия какого-то безопасности вам. Ну и к 30-му году они собираются довести возраст женщин до 90 лет. Ну, старожилы. Надо выяснить, что они едят там. Ну ладно, учатся долго, 12 лет, занимаются с 8 до 16 часов, потом все бегут в эти хагвоны, частные академии, и там сидят до 10 часов. Конкуренция страшная, жуткая при поступлении в университет. Учатся не с сентября, а с марта по июль, и потом с августа по февраль. Каникулы в 2 раза меньше, чем у нас. Геометрия, самый высокий интенсивный уровень геометрии в мире. Доказательства большое внимание уделяется логике. Стараются давать олимпиадные типы задач, и хорошо это показано в фильме «Гений математики». Кто еще не смотрел? Ну, вот я вчера залез в ЕГЭ 26-го года, в демо-версии всякие, и посмотрите, что я обнаружил интересного. Я обнаружил, что те задачи, которые мы решаем, вообще говоря, по сути, являются подготовительными к задачам ЕГЭ. Вот посмотрите, какая задача номер 17, убойная геометрическая. Россияне молодцы, они отказались от задач типа А, АБВГД этой, угадывания ответа, и оставили только часть Б и С. Ну, где нужно изложить полное решение в части С. И вот здесь нужно доказать, доказательства. Вот прям как в Южной Корее. Что дано, скажу. Дан параллелограмм, проведены высоты из вершинки Б, и вот оказалось, что вот эта высота к стороне АД равна вот этому отрезку АМ. А вот эта высота BQ равна как раз стороне CD. Понятно? В параллелограмме провели две высоты. Ну, может там поставить прямые уголки. Вот одна высота и вторая высота. И оказалось, что красная высота равна отрезку АМ, где М некоторая точка на большей стороне параллелограмма АД. И что нужно здесь доказать? Посмотрите. Вот доказать нужно, что вот этот отрезочек ПД зеленый равен вот этому отрезочку БМ розовому. И я тупил. Да, гонял свою тормозную жидкость в голове и минутки 2-3 не мог сообразить, как это сделать. Можете сделать стоп, попробовать сами доказать, потом доложите, насколько быстро у вас это получилось. Ну, я затем напряг свой необъятный разум и вспомнил теоремку про параллелограмм, что угол между высотами параллелограмма, проведенными из одной вершины, равен углу при соседней вершине. Очень легко доказывается. Ну, такое красивое свойство параллелограмма. Ну, тогда выяснилось у меня сразу, что треугольники равны. Ну, какие треугольники равны? Ну, вот этот треугольничек АБМ, АБМ будет равен вот этому треугольничку ПБК. Вот. Ну, вот почему равны, можно, конечно, сказать. Два слова. Все-таки у нас в некотором смысле даже и подготовка к этим всяким ЕГЭ, ЦТ. Смотрите, вот этот отрезок, он равен СД, значит, равен АБ. Правильно? А красненький отрезок БП равен АМ, отрезочку по условию.
Вот получается в треугольнике АБМ одна черточка, две черточки и альфа. А в треугольнике ПБД одна черточка, две черточки и тоже альфа. Значит, вот этот треугольничек равен тому левому. Ну, значит, и равны вот эти отрезки. Как третья сторона этих треугольников. Розовый и зеленый равны из равенства двух треугольников. Вообще говоря, такая задачка. Если ты не наловчился на доказательств всяких, пролетишь. Если любишь только угадывать ответы, все, капут. Итак, вернемся к нашей задачке и решим ее. Ну да, мы попрощаемся с нашими южными корейцами, там своих минусов много, конечно, высокий уровень, там самоубийств, молодежь там пьянствует, пластику делает, на Европу смотрит и так далее. Везде свои проблемы. Итак, я буквы напомню, если вы забыли. Это А, Б, С, Д и Д, М, Н, К. И здесь написано условие, если вы забыли, что нужно сделать. Площадь желтого треугольника 8, ну, напишем метров в квадрате, и найти АД. АД. Вот я не уверен, что вы очень быстро решите эту задачку. Посмотрите, как я ее решу. Я проведу еще один дополнительный отрезок. Это самое трудное, но это очень часто позволяет устно все сделать. АМ проведу. Я рассмотрю два треугольника. Вот этот треугольник. И вот этот треугольник, который дан. Я отмечу то, что в этих треугольниках равно. А что же у них равно? Сторона МД, это сторона квадрата коричневого, значит, равна ДК. Итак, МД равно ДК. Дальше что? В этих треугольниках. Вот эта сторона, а это сторона черного квадрата, левого поменьше. Ну, вот эта сторона тоже черного квадрата, верно? Уже есть две стороны. Две стороны. А что можно сказать про угол между ними? Вот этот и вот этот. Вот угол 1 и угол 2. Так вот, угол АДЦ квадрат прямой. И вот этот красненький вместе с единичкой дает этот прямой, правильно? Слева. Ну и справа красненький с двоечкой тоже дает 90. Угол МДК второго квадрата. Более того, это можно сразу записать. Я запишу это жирным и черным, что угол 1 равен 90 градусов минус красный. Назову его альфа, минус альфа. А угол 2 равен 90 градусов минус тоже альфа. МДК 90, угол квадрата. Ну, альфа, все, вычитаем. Угол 1 равен углу 2. Треугольник 1 равен треугольнику 2. Почему? По двум сторонам углу между ними, это же первый признак равенства треугольников. А что отсюда следует? Ну, а что отсюда следует? Что его площадь такая же. 8. Площадь 8 этого треугольника. Уберу эти метры квадратные. 8. А нужно найти АД. Все знают, что если в квадрат писать вот такой треугольничек АМД, то его площадь будет в 2 раза меньше площади квадратика. Как это обычно доказывается? Посмотрите, раз уж мы речь завели о доказательствах, я покажу это доказательство. Оно настолько смешное, что действительно не только 7, но и 6 и 5 класс-то поймут. Вот так провели. И что оказалось? К примеру, оказалось, что у нас два прямоугольничка, и диагонали их разбивают на два треугольничка, площади которых равны. Вот зеленые точки – это равные площади двух маленьких прямоугольничков одного прямоугольника левого. А справа же та же самая история, правильно? Вот эта площадь будет равна вот этой площади. И получается, на квадрат приходится два зеленых, два красных кружочка – это площади. А на треугольник один зеленый и один красный кружочек. Значит, площадь треугольника в 2 раза меньше площади квадрата. Значит, можно записать, что площадь квадрата какого? АБЦД будет равна 2, 8, 16. Верно? Верно. Ну, тогда, обозначив нашу сторону, которую мы ищем, x, она на превью так и есть. Мы получим, что x в квадрате равно 16, и x равно 4. Итак, ответ 4, задачка решена.
Ответ 4. Ну, это 7 класс. Чистый, 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 чистый. 7 класс. Площадь квадратика они все знают. Все, а дальше признак равенства треугольников. Ну, конечно, можно здесь решить и 8 классом. Вот. Допустим, 8 класс, кто-то пишет, что субтитры ему мешают смотреть. Ребята, вы отключаете сами субтитры, я ваши субтитры отключить не могу. Итак, 8 класс как решать может? Он может сказать, что вот это x, высота MHX и ADX, и получается, что площадь треугольника AMD, SAMD, AMD, она равна половине произведения основания, которое x, на высоту, которая тоже x. И это равно 8. Ну, отсюда x в квадрате 16, x равно 4. Вторым способом, в качестве домашней задачки, предлагаю вам подумать над тем, можно ли найти сторону y большого квадрата. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.